Привет, друзья! Сегодня в Германии и вокруг нее обсуждаются события, которые могут изменить многое. Почему сотни людей просят канцлера Фридриха Мерца о срочной эвакуации? Что происходит с населением на востоке и западе страны? Почему продажи Тесла в Европе резко падают, а конкуренты из Китая выходят вперед? И к чему приведут споры о социальной системе, которая уже разделила политиков? Все эти темы я разберу прямо сейчас. Смотрите до конца, будет интересно. И обязательно подписывайтесь, чтобы не пропустить следующие новые выпуски с последними новостями. Итак, около 200 афганцев, ранее получивших разрешение на въезд в Германию, обратились с открытым письмом к канцлеру Фридриху Мерцу с просьбой о немедленной эвакуации в страну. Группа была депортирована из Пакистана в Кабул в середине августа и теперь скрывается от властей, опасаясь за свою жизнь. В письме, которое имеется в распоряжении, они сообщают о постоянной угрозе со стороны талибов, включая похищение, жестокое обращение, произвольный арест и смертельную опасность. Многие из этих людей работали с международными организациями, в том числе с немецкими учреждениями, и теперь опасаются преследований за свою деятельность. Они утверждают, что находятся в опасной ситуации и призывают к немедленной эвакуации. В письме также отмечается, что их депортация в Афганистан была произведена без предварительного уведомления и без возможности обжалования решения. А теперь интересная новость о различиях Запада и Востока Германии. В последние десятилетия наблюдается значительно демографическое различие между восточными и западными регионами Германии. Согласно данным Федерального статистического управления, с 1990 по 2024 год численность населения в восточных федеральных землях без учета Берлина сократилась, внимание, на 16%, составив 12,4 миллиона человек. В то же время в западных землях численность увеличилась на 10%, достигнув 67,5 миллиона. Наибольший прирост населения зафиксирован, внимание, в Баварии плюс 16%, в Баден-Вюртемберге плюс 14%, а также в Гамбурге и Шлезвиг-Гольштейне по 13%. В противоположности этому наиболее сокращение произошло в Саксонии-Анхальт минус 26%, в Тюрингии минус 20%, в Мекленбурге и Передней Померании минус 18%. Одной из причин таких изменений является миграция. С 1991 по 2024 год около 1,2 миллиона человек переехали из восточных регионов в западные. Особенно заметна эта тенденция была в первые 2 десятилетия после объединения. В 1991 году из восточных земель в западные переехало около 165 тысяч человек, а к 2000 году эта цифра выросла до 611 тысяч. В период с 2000 по 2010 год миграционный отток продолжился, составив еще около 553 тысяч человек. Эти демографические изменения оказывают влияние на социальную и экономическую структуру региона, создавая вызовы для планирования инфраструктуры, образования и здравоохранения. И это еще не все. В последние месяцы продажи автомобилей Tesla в Европе значительно сократились. В августе 2025 года компания зафиксировала снижение объемов продаж на 47,3% во Франции, на 40% в Дании и аж на 50% в Нидерландах. Особое резкое падение наблюдается в Швеции, где продажи упали более чем на 84%, несмотря на общий рост автомобильного рынка в стране на 6%. В странах, таких как Норвегия и Испания, Tesla смогла немного увеличить свои продажи, однако китайский производитель BYD продемонстрировал еще более значительный рост. Аналитики связывают снижение продаж Tesla с усиливающейся конкуренцией на рынке электромобилей. По мнению экспертов, несмотря на заявление руководства компании о временных трудностях, реальной причиной является усиление конкуренции со стороны других производителей электромобилей. Ранее Tesla объясняла падение продажам перебоями в производстве, связанную с переходом на новую модель Model Y. Однако, по мнению аналитиков, эти факторы не могут полностью объяснить столь резкое снижение спроса. Компания продолжает сталкиваться с вызовами на европейском рынке, где конкуренция за потребителя становится все более острой. И еще одна новость Германии, которая вызывает обсуждение. Министр труда и социальных дел Германии Бербель Бас вновь выступила в защиту социальной системы страны, опровергнув критику со стороны оппозиции. Ранее канцлер Фридрих Мерц заявил, что высокие расходы на социальные выплаты могут тормозить экономический рост.
В ответ Бербельбас назвала эти утверждения чушью и подчеркнула, что Германия является богатой страной, способной содержать социальную защиту без ущерба для экономики. Бас отметила, что в рамках коалиции было достигнуто соглашение о сохранении существующих социальных выплат без сокращения. Она подчеркнула необходимость ускорения работы государственных структур и содействия трудоустройству без ущерба для социальной поддержки. Министр выразила также обеспокоенность тем, что утверждения о чрезмерных расходах на социальные программы могут подорвать доверие граждан к системе социальной защиты. В то же время министр экономики Катарина Райхе предупредила о растущем давлении на социальные системы страны, связанные с демографическими изменениями и увеличением продолжительности жизни. Она предложила провести реформы, направленные на повышение эффективности и устойчивости социальной системы. Однако ее предложения встретили критику со стороны некоторых членов коалиции, которые считают, что реформы не должны приводить к ущемлению прав граждан на социальную защиту. Таким образом, Германия продолжает обсуждение баланса между необходимостью реформирования социальной системы и сохранением ее доступности и эффективности для граждан. А теперь важная новость. Хоть, как я и рассказывал, продажи американских Tesla и падают, но в самой Германии наблюдается заметный интерес к электромобилям, особенно в некоторых регионах, где спрос на электромобили уже превышает спрос на автомобили с традиционными двигателями внутреннего сгорания. Это подтверждается результатами недавнего исследования, проведенного в рамках коалиционного соглашения федерального правительства, которое ставит цель достичь 15 миллионов электромобилей на дорогах к 2030 году. Однако, несмотря на эти амбициозные планы, текущий рыночный спрос на электромобили остается ниже ожидаемых показателей. Тем не менее, в некоторых регионах Германии все-таки наблюдается явный тренд в пользу электромобилей. Это связано с рядом факторов, включая улучшение инфраструктуры зарядных станций, снижение цен на электромобили и растущее осознание важности экологичного транспорта. В таких регионах, как Бавария и Баден-Вюртемберг, наблюдается особо высокий интерес к электромобилям, что может быть связано с наличием крупных производителей автомобилей и поддерживающейся инфраструктуры. Однако на национальном уровне остается ряд препятствий для широкого распространения электромобилей. К ним относятся высокие начальные затраты на покупку, ограничение доступности зарядных станций в некоторых регионах и опасения по поводу дальности хода электромобилей. Кроме того, несмотря на усилия правительства, не во всех регионах наблюдается равномерное распределение зарядной инфраструктуры, что может ограничивать привлекательность электромобилей для потенциальных покупателей. В целом, хотя Германия стремится к увеличению числа электромобилей на дорогах, реальный спрос и принятие этой технологии зависят от множества факторов, включая экономические, инфраструктурные и социальные аспекты. Продолжение инвестиций в развитие инфраструктуры зарядных станций, снижение цен на электромобили и повышение осведомленности населения о преимуществах электромобилей могут способствовать ускорению этого процесса. И еще новости, которые показывают отношение немцев к финансам. Многие жители Германии не уделяют должного внимания финансовым вопросам, что может привести к серьезным последствиям в будущем. Согласно исследованию, проведенному в июле 2025 года, более четверти опрошенных, 26,7%, заявили, что вообще не интересуются вопросами финансов. Кроме того, около трети, 34,6% респондентов оценили свои знания о финансовых вопросах как недостаточные или вовсе отсутствующие. И, внимание, при поиске финансовых советов большинство обращается к близким, таким как семья и друзья, 23,8%. Интернет-платформы и консультации в банках также являются популярным источником информации у немцев, однако они уступают по популярности личным рекомендациям. В то время как молодежь проявляет больший интерес к финансовым вопросам, старшее поколение остается более скептически. Согласно исследованию, 29,6% людей в возрасте от 18 до 24 лет считают финансовых блогеров и инфлюенсеров важным источником информации, в то время как среди людей старше 55 лет этот показатель составляет лишь 3,2%. Эксперты отмечают, что недостаток финансовых знаний может привести к финансовым трудностям, особенно в пожилом возрасте. Отсутствие понимания таких понятий, как инфляция, пенсионные накопления и инвестиции
может ограничить возможности для обеспечения достойного уровня жизни в будущем. В связи с этим важно повышать финансовую грамотность среди населения, начиная с образовательных учреждений и продолжая через доступные информационные ресурсы, чтобы люди могли принимать обоснованные решения относительно своих финансов. Если информация оказалась полезной, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь видео. Спасибо за просмотр.